Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, в этом видео мы с вами хотим уделить вниманию, как мы с вами можем защититься от недоброго глаза, о том, как избавиться от глаза, также как мы с вами можем использовать защитные травы и предметы, а также проведем определенную практику с луком. Да, лук, который мы используем на кухне, может нам быть помощником для защиты от сглаза. Обязательно досмотрите это видео до конца, для того, чтобы знать больше полезной и важной информации. Также, друзья, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал и делитесь этим видео с теми, кому действительно нужна эта важная и полезная информация. Вы знаете, каждый человек по-разному реагирует на негатив. И кто-то даже способен сглазить любой завистливый недруг, а кому-то не страшен и вот самый-самый опытный колдун, который пытается навести порчу. Но мы с вами помним о том, что наиболее восприимчивы к любым отрицательным влияниям маленькие дети и слабые люди. У них не очень сильная энергетика, и поэтому они чаще других становятся жертвами сглаза. И есть определенные методы, которые позволяют повысить энергетику к чужому сглазу. Вот такую вот устойчивость дают нам. Сделать вы можете это самостоятельно, не применяя ничего, все, что связано с магией. И даже не нужно будет произносить никаких слов. Наиболее простой метод защиты – это называется замыкание каркаса. Что мы здесь имеем в виду? При разговоре с недоброжелателем или с человеком, который вызывает у вас подозрение, надо просто скрестить ноги и руки. Таким образом, вы сможете не только защититься от черного сглаза, но и также от энергетических вампиров. Также вы можете применять и другой прием, который называется кольцо. Необходимо из указательных и больших пальцев рук сделать колечко. При этом остальные пальцы нужно постараться наложить сверху друг на друга. Еще один интересный прием, также достаточно простой. Взять нужно из указательного и большого пальца сделать колечко, а затем положить его на середину ладони другой руки и закрыть ладошку. После этого надо сменить руки и повторить эту процедуру еще несколько раз. И часто после таких действий вы можете почувствовать, как вокруг человека сгущается пространство, что говорит о том, что у вас возник защитный барьер. Конечно же, есть и более сложные практики, защитные приемы. Это, например, энергетическое зеркало, когда человек должен мысленно пытаться создать вокруг себя зеркало, или, знаете, такой вот зеркальный купол, который будет отражать любое отрицательное влияние. Но очень эту практику достаточно сложно проводить, особенно с первого раза, когда вот вы только услышали. Это нужно делать достаточно долго, потому что, как правило, с первого раза ничего не получится. Конечно же, есть множество и других способов отвести от себя недоброе око. Например, вы можете связать крест-накрест шерстяной ниткой красного цвета ветки рябины. И таким образом вы сможете избавиться от любого негативного влияния, которое проникло в ваш дом. Как вариант, у зеркала или вешалки в прихожей повесьте пучок мяты и зверобоя. А вот с внутренней стороны входной двери, в верхней ее части, воткните иголку с натуральной шерстяной или хлопковой ниткой. И всегда постарайтесь, храните в своем доме пучок чертополоха, потому что именно он способен отогнать направленное зло. Также у входа в жилище под коврик положите высушенную или свежую полынь. И также очистить дом от черного и плохого влияния поможет на Троицу рассыпанная во всех комнатах мята.
Если на вас в людном месте кто-то пристально смотрит, и при этом вы чувствуете себя дискомфортно, скажите следующие слова. Смотри на меня, а ведь вовсе не меня. И, например, если человек находится в столовой, кафе или в каком-то другом месте общепита и почувствовал, что за ним кто-то пристально наблюдает, то нужно, не отвлекаясь, сказать «и тебе того же». Перед тем, как вы одеваете шляпку или другой головной убор, сначала поднесите его к губам и шепотом скажите: «Голову мою охраняй от ненависти и злобы всегда зачищай. Аминь». И, конечно же, чтобы защититься от отрицательного влияния, рекомендуем ежедневно после пробуждения и перед сном произносить 3 раза молитву «Отче наш». И далее, как мы вам, друзья, и обещали, мы рекомендуем использовать лук для защиты от сглаза. И для выполнения именно этого ритуала вам нужно очистить от шелухи и повесить в разных комнатах своего дома 3 луковицы. Делать это следует следующим образом. Каждую луковицу снизу вверх проткните иглой, в которую предварительно вденьте красную шерстяную нитку. Затем нить завяжите петлей вокруг головки лука и подвесьте в невидном для посторонних глаз месте. Нить должна быть именно шерстяной, без примесей. И вот такие луковички должны провисеть у вас 7 дней, после чего их надо снять и положить на маленькие листки бумаги. Вот именно чистые, без рисунков, полосок, клеток и так далее. Каждую луковицу после этого посыпьте солью, заверните их в эту бумагу и сожгите. И вот этот обряд поможет вам очистить квартиру от любой отрицательной энергии и в дальнейшем защитит дом от сглаза. Также уберечься от сглаза поможет и обычная булавка. Пристегните ее на внутреннюю сторону своей одежды, приговаривая следующие слова. Булавочка, булавочка, защити, родная, от порчи, от сглаза, от всей заразы сразу. А вечером снимите булавку и положите в водичку, именно в заряженную. Например, это может быть святая водичка или водичка с солью. На крайний случай в проточную водичку, чтобы с булавки снять негатив, который накопился за целый день. Друзья, вот такие вот практики, которые мы сегодня вам хотели дать, для того, чтобы вы могли защитить не только себя, но и свой дом или квартиру, в которой вы проживаете. Потому что наш дом – это наша крепость, и часто мы не понимаем и не осознаем, что происходит. И будьте, друзья, вообще осторожны с теми людьми, с кем вы общаетесь. Сейчас очень много злости, ненависти, у людей многих не получается, и люди могут завидовать даже тому, что вы сегодня купили даже самую дешевую, возможно, сумочку себе дамскую, а соседка уже вам позавидовала, уже разнервничалась, а значит, на вас пошел посыл негативной энергетики. Поэтому проводите практики, очищайте свой дом или квартиру.